Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео — это прогноз на июнь 2025 года для восходящих дев. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильные прогнозы, чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также размещена в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. Обратите внимание, что если вы не знаете точное время своего рождения, то в таком случае постройте свой гороскоп на то время, которое вам известно, и посмотрите, в каком знаке зодиака у вас находилась Луна и Солнце в день вашего рождения. И для знака Луны в первую очередь, потом для знака Солнца вы тоже можете смотреть прогноз, и он хоть у вас не на 100%, но все равно тоже должен работать. И теперь давайте обсуждать тенденции этого чудесного месяца июня, который по праву, можно сказать, чудесным после этих тягучих весенних транзитов по рыбам с падениями, с ретроградностью. Июнь действительно улучшающий. И у каждого знака зодиака будет момент, будет сфера жизни, которая трижды получит благословение, трижды получит какое-то улучшение. А у некоторых даже и по несколько сфер жизни. Давайте обсуждать. 6 июня первый транзит. Марс выйдет из вашего 11 дома денег, из дома наград, накоплений, достижений, дополнительной прибыли, из знака своего падения, и зайдет в ваш 12 дом гороскопа. Марс в 12 доме гороскопа будет до 28 июля. Но в целом, конечно, Марс здесь, с одной стороны, он улучшает ситуацию, потому что он освобождает дом наград, достижений, дом сообществ, дом дополнительной прибыли. Все-таки Марс здесь был поврежден знаком своего падения, но он заходит в дом уединения, в дом дальних поездок, в дом потерь. Поэтому, в общем-то, сказать, что прям сильно от этого вы получите улучшение. Да, наверное, в финансовых вопросах вы получите какое-то облегчение, улучшение. В вопросах взаимоотношений со старшими братьями и сестрами, если они у вас есть, с какими-то друзьями. В вопросах бизнеса, предпринимательства, может быть, по финансовым ситуация поменяется. Но Марс создает тенденцию на такую физическую активность, на желание заняться спортом, может быть, на то, что могут проясниться какие-то серьезные, скрытые от вас вопросы в работе, вопросы, связанные с кредитами, с долгами, с судами, вопросы, связанные с, может быть, лечением каким-то. Марс создает еще тенденцию на то, чтобы передавать какие-то вещи из города в город, перевозить, может быть. Может быть такое, например, встречаться где-то в другом городе, в другой стране с друзьями, со знакомыми, с братьями и сестрами. Может быть очень желание что-то ручками делать, которое может приводить там к каким-то... То есть колющие, режущие предметы, вот пар, огонь, оружие, может быть такое, что у вас будет желание там пойти в тир пострелять, пойти взять там чего-нибудь повышивать, повырезать. Поэтому будьте аккуратны именно с такими предметами. Но в целом Марс в этом положении усиливает конкуренцию в работе, конкуренцию и желание разобраться с недоброжелателями или с теми, кто нам в чем-то мешает, или с теми, кто нам какие-то козни строит. То есть будет такое сильно активное, конкурирующее какое-то у вас желание что-то сделать. Но при этом Марс будет аспектировать свой собственный третий дом, дом собственных усилий. Поэтому даже если вот вы почувствовали за время этих транзитов, а вы не могли не почувствовать какую-то усталость, какое-то ухудшение, потому что там и Меркурий, управитель всего гороскопа, шел по рыбам, по знаку падения, по ретроградности, и Марс этот еще в падении, вы могли почувствовать какую-то апатию, какое-то снижение уровня активности, снижение деловой даже активности и в делах в целом, да, какое-то ухудшение. Сейчас наоборот такой прилив очень сильный, может быть, бодрости и желания все поменять. И вот 6 июня тоже, когда Марс переходит в 12 дом гороскопа, ваш 10 дом гороскопа, до 22 июня заходит Меркурий. И
Меркурий в 10 доме гороскопа — это классно, потому что это наша направленность на социальную реализацию, на получение какого-то статуса. Может быть такое, что девы могут про себя активно как-то в обществе заявлять, рассказывать. Может быть, если вы работаете по работе в это время, может быть, нужно будет как курьер там где-то походить, порассказывать, поразъезжать. Но есть очень большой бонус июня для вас, огромный просто бонус, потому что в мае, если вы следите за моими прогнозами, в мае в ваш 10 дом гороскопа зашел Юпитер. И в июне Юпитер трижды создаст какое-то благословение для вас. Что я имею в виду? В районе 7-9 июня будет соединение Меркурия и Юпитера. И это соединение Меркурия и Юпитера как двух планет информации, двух планет обучения, двух благоприятных планет будет формировать улучшающие комбинации для сферы недвижимости, транспорта, для сферы личной жизни, для вас самих, для здоровья, для вашего имиджа, репутации и для статуса и работы. То есть это значит, что в июне может быть такое, что, допустим, пошли, подали документы на регистрацию брака, устроились на какую-то классную работу, либо получили какое-то классное повышение, либо нашли какое-то новое классное жилье, либо заключили договор о покупке квартиры, заключили договор о покупке транспорта, либо, может быть, получили во временное пользование безвозмездное, там вам пригласили, поживите бесплатно, либо дали вам машину, у кого-то, может быть, подарок, да, то есть вообще очень классные такие, я не могу сказать, что это прям супер-супер у всех, но у всех будет хорошо, у кого-то в большом объеме, у кого-то в меньшем объеме, но в общем и целом я считаю, что это очень классно, это первый такой момент, дальше буду рассказывать про другие. 11 июня в вашем 3 доме гороскопа состоится полнолуние. Полнолуние в 3 доме гороскопа вот тоже, кстати, может указывать на встречу, например, с друзьями или братьями и сестрами, на какую-то поездку, на оформление каких-то документов, на окончание какого-то хобби, либо, допустим, там телефон продали, книжку какую-то продали, либо купили. Вот перемены в 3 доме. Документы, конечно, чаще всего, но это может быть хобби, книги, поездки, общение или соцсеть, например, там закрыть какую-то или переоформить соцсеть. Но поскольку Марс у нас будет идти по 12 дому гороскопа, это может быть и выход из какой-то соцсети, но и к паролям надо быть аккуратнее, особенно в июле, но я потом это буду в июле рассказывать, потому что могут быть, допустим, попытки взлома вашей какой-то соцсети, типа там Инстаграм, ТикТок, не знаю, там коротких вот таких вот соцсетей, Телеграма и так далее. Следующий крутой транзит, ну у вас, конечно, он такой крутой, но есть такая маленькая изюминка. 15 июня в ваш 10 дом гороскопа заходит Солнце, и Солнце будет до 16 июля в вашем 10 доме гороскопа. И мы помним, да, что в это же время в 10 доме у нас идет Юпитер. И Солнце в 10 доме в целом дает какую-то засветиться где-то в общественной деятельности, прояснить какие-то вопросы, связанные со статусом, с общественной деятельностью, может быть, даже и узнать, что вас там повышают, либо вас там куда-то переводят, либо вы там наконец-то узнаете дату, когда вы там зарегистрируете брак, либо еще что-нибудь. Но Солнце еще формирует тенденцию на перемены в работе или статусе, на то, что у кого-то из дев это будет, допустим, перерыв в работе, либо у кого-то увольнение, ну, естественно, с новой работой, потому что тут такие транзиты, что без работы вы точно не останетесь. Но помимо этого, это может быть общение с какими-то иностранцами в работе, приезд, допустим, иностранцев каких-то на работу, и нужно будет там с ними общаться, приезд каких-то руководителей и так далее. Но у нас 23, 24, там 22 вот в этих числах будет соединение Солнца и Юпитера. И это соединение Солнца и Юпитера сразу же для сферы транспорта и недвижимости, а также для сферы личной жизни, но поскольку оно еще в 10 доме гороскопа, то и для сферы статуса и работы, оно опять дает какое-то благословение, какую-то удачу, какое-то продвижение, какое-то возвышение. А может быть, действительно в этот период, допустим, регистрация брака, либо в этот период какой-то
знакомство с каким-то значительным человеком, создание какой-то команды, бизнеса партнерского и так далее. С 22 июня по 30 августа Меркурий зайдет в 11 дом гороскопа, и для вас это большая такая компенсация, мои дорогие девы. Я ликую от этого транзита, потому что Меркурий будет идти по 11 дому гороскопа не месяц, не полмесяца, а очень долго. Он очень долго шел по 7 дому гороскопа, по знаку своего падения. Там он был ретроградным. И это, конечно, был такой период сложный для дев в личной жизни, в отношениях с другими людьми, да и по здоровью тоже, скорее всего. А сейчас Меркурий задержится надолго в доме, который отвечает за исполнение желаний, за получение подарков, за общение с друзьями, за вхождение в какие-то сообщества, за бизнес-инициативы, в общем-то, самые такие, за дополнительную прибыль, за какие-то хорошие вещи. И Меркурий создавать будет тенденцию и на то, чтобы узнавать что-то, выяснять, переоформлять счета, может быть, входить в какие-то новые коллективы, узнавать, как мне вступить там в какое-то закрытое сообщество, в какую-то группу, активно общаться в социальных сетях, активно себя позиционировать, много общаться, да, именно в социальных сетях. Может быть, активно обсуждать свое будущее, выбирать какой-то подарок, исполнять свое желание. И это будет долго, потому что Меркурий у нас надолго в 11 доме гороскопа, и для дев это классно. Ну и вообще это еще классно, почему? Не только потому, что Меркурий будет долго по 11 дому гороскопа. Меркурий вообще-то напрямую будет формировать длительно, то есть 2,5 месяца, будет формировать тенденцию на повышение, на улучшение статуса. Хозяин 10 дома в 11 напрямую улучшение статуса в личном, ну, в целом статус он может быть разным, да, на повышение дохода, либо по работе, например, у кого-то из дев может быть такое, войти в совет директоров, в состав учредителей, какие-то именно те, кто наблюдают, знаете, которые там принимают решения, не только руководитель, не факт. Здесь речь не про власть, здесь речь про тех людей, которые наблюдают, которые советуют, которые принимают решения, то есть вышестоящие такие, которые, ну, не руководят скорее, а которые дают какую-то рекомендацию. Но это может быть и по работе, через работу войти в какой-то коллектив, познакомиться с кем-то влиятельным. В общем, это классно. И следующее очень классное, крутое событие, третий такой аспект благословения от Юпитера 25 июня будет новолуние в вашем 10 доме гороскопа. И чем это новолуние примечательно? Тем, что в 10 доме гороскопа сформируется гаджи кешери йога, йога счастливчика и новолуние одновременно. То есть будет Солнце, Луна и Юпитер в 10 доме гороскопа, в доме статуса, в доме карьеры, в доме профессиональной репутации. И помимо этого Юпитер у нас еще это хозяин 4 дома недвижимости транспорта, хозяин 7 дома партнерства, и Луна это хозяйка 11 дома наград достижений. То есть этот период новолуния, он мало того, что дает в принципе новый статус, но он еще в целом как-то тоже улучшает, как вот эти вот все терки возле Юпитера, он тоже как-то улучшает. И место жительства может быть какое-то благословение, какие-то возможности, или в личной жизни какие-то бонусы, может быть у партнеров даже по личной жизни какие-то перемены. Но и новый статус дает, новые документы, может быть, новую работу и так далее. Ну и 29 июня, чтобы уж совсем было хорошо, ваш 9 дом гороскопа, то есть в конце месяца, Венера зайдет, хозяйка этого самого 9 дома гороскопа. Она будет там до 26 июля в своем собственном знаке, в своем собственном доме, будет формировать тенденцию на получение доходов от государства, от преподавания, от каких-то дел, связанных с иностранной, может быть, валютой, от туризма, от отца, от руководителя. Также Венера будет формировать тенденцию на то, чтобы заниматься такими хобби, творчеством каким-то, может быть, порисовать что-то, повышивать и так далее. На то, чтобы улучшать отношения с друзьями, кстати, и не только с друзьями, с отцом, с учителем, с руководителем, может быть, близость к отцу, к учителю, руководителю, флирт у кого-то, может быть, там с руководителем на работе какой-то. Но, в общем и целом, все равно хорошо, что
хозяйка 9-го дома удачи возвращается, идет по собственному знаку, по собственному дому. Это классно. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на июнь 2025 года для восходящих дев. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.